существовала сущность, называемая изначальным разумом, которая создала эту вселенную. Вскоре эта сущность разделилась на две части, представляющие собой мысли и действия. Они яростно сражались за право творить, и в результате их борьбы наступил хаос. Из этого хаоса возникло множество рас, каждая из которых стремилась обрести разум и мудрость. Но среди них был один по имени Тераблейд, который заглянул в хаос и нашел истину. Он решил объединить мысли и действия, чтобы воссоздать вселенную такой, какой он ее себе представлял. Вернемся в настоящее время. Отряд людей сражается с драконом. Это создает трудности для всего отряда. Но вот появляется главный герой Девион. Он надевает шлем, берет меч и в одиночку бросается на дракона. Девион одерживает верх над драконом. Он использует веревки, чтобы связать дракона, заставляя его зарыться в землю, но сам спускается в его нору, чтобы снова сразиться с ним. Он ловко наносит удар и начинает подниматься вверх, нанося удары снова и снова, пока дракон не падает замертво. Остальные спускаются вниз, чтобы оценить ситуацию. Они обнаруживают неподалеку мертвых детенышей дракона. Похоже, что детеныши внезапно обезумели и разорвали друг друга на части. Девион находит дыру, которая, похоже, была вырыта опасным существом. Им повезло, что они не столкнулись с ним, потому что оно в данный момент спит. Девион приносит голову дракона и советует командиру отряда быть менее кровожадным и радоваться тому, что они остались живы. И ни в коем случае не быть настолько глупыми, чтобы потревожить спящего в пещере босса. Но похоже, что командир отряда намерен проигнорировать предупреждение Девиона, назвав его трусом. Девиан возвращается в город вместе со своим напарником Брэмом, и горожане радостно приветствуют их, ведь дракон был повержен. Однако потери в этой битве не могут радовать всех без исключения. Девиан идет в дом к семье погибшего солдата и утешает их. Он дарит сыну солдата клык дракона и призывает мальчика гордиться своим отцом и продолжать мечтать о том, чтобы стать героем, который сражается с драконами, как его отец. Затем вся армия отправляется на пир. Сильно напившись, Брэм постоянно рассказывает о подвигах Девиана. Девиан идет за новой порцией выпивки для всех, но на его пути оказывается девушка, которая тоже что-то покупает, и он пропускает ее вперед. Она заказывает 2 пива, но жалуется на вкус, и Девиан платит за нее. Хозяин бара бесплатно наливает Девиану, потому что он убил дракона. Но командир насмехается над Девианом за то, что тот оставил босса в пещере, не убив его. Он напоминает командиру, что даже 20 человек не смогли победить босса, поэтому не стоит быть таким глупым и будить его. Если он уничтожит армию, то все люди здесь тоже погибнут. Тем временем девушка возвращается к своему столику с подругой. Они встречаются с человеком в плаще, чтобы обменяться информацией и купить ее. Человек знает, что эта девушка принцесса, поэтому требует более высокую цену или отказывается от сделки. Но она отдает ему свою корону, и тут к человеку в плаще подходит кто-то из посетителей, чтобы устроить скандал. Человек в плаще оказывается эльфом, поэтому люди здесь смотрят на него свысока. Девиан подходит, чтобы уладить ситуацию. Он выводит мужчину на улицу и позволяет эльфу уйти. В это время командир пьет, и какая-то злая сила пробуждает в нем гнев. С этого момента эта сущность овладевает его разумом и заставляет пойти и убить босса в той пещере. На следующее утро Девиан просыпается рядом с девушкой. Внезапно Брэм вбегает в комнату и сообщает, что командир сошел с ума и требует, чтобы его отправили убить босса. Девиан решает пойти за ним. Он просит Брэма отправиться в крепость и вызвать подкрепление на случай, если все обернется плохо. Девиан отправляется в путь, а Брэм, порезав себе руку, активирует магический круг и телепортируется. Девиан приходит в пещеру и спускается вниз, где обнаруживает, что командир уже расправился с боссом, который состарился и ослаб, и не так силен, как он опасался. Но вскоре он понимает, что это не командир, а могущественная сущность, которая управляет им. Эта сущность напомнила Девиану о его тяжелом прошлом, чтобы пробудить в нем ненависть к драконам. Эта сущность могла дать ему силу, необходимую для уничтожения всех драконов. Но в этот момент появился король огненных драконов. Он был разочарован тем, что король земных драконов состарился и ослаб настолько, что его легко было победить. Он выпустил огонь, чтобы испепелить командира. Он дал Девиану шанс выжить, потому что был не в настроении сегодня есть. Однако сущность переместилась в тело короля земных драконов.
Затем два дракона набросились друг на друга и начали сражаться. Они оба выдохнули огонь друг на друга, а затем набросились, чтобы укусить и разорвать. Король земных драконов бросился прямо на короля огненных драконов, ранив его, но король огненных драконов снова поднялся и укусил короля земных драконов за шею. Девиан воспользовался возможностью и, пробравшись в пещеру, нанес удар в уязвимое место земляного дракона, чтобы помочь огненному дракону уничтожить его. Огненный дракон был благодарен Девиану за помощь. Однако теперь он был тяжело ранен и находился на грани смерти. Он знал, что Девиану предстоит нелегкая судьба, поэтому, когда тот очнулся, он полоснул его когтем по шее и сказал, чтобы тот не винил его за то, что с ним случилось. Принцесса и ее подчиненные нашли Девиана в лесу. Она оставила ему плащ, зная, что он будет недоволен, когда очнется. Ранее, когда Девиан был ранен драконом, он отполз в сторону, но по дороге его перехватили разбойники, которые отобрали у него все вещи. Он очнулся и снова встретил принцессу. Едва придя в себя, он снова потерял сознание. Той ночью Девиан снова проснулся, и принцесса спросила, чья кровь была у него на шее. Он подумал, что это его собственная кровь. Он не помнил, что произошло в пещере, помнил только, что там были два дракона, и оба они погибли. Затем он спросил, как зовут принцессу, и она представилась как Марана, и он понял, что она из ночного серебра. Но она больше не была принцессой этого места. Через несколько дней Девиан отправился вместе с отрядом Мараны в новый город. Он сказал, что знает хозяина гостиницы, поэтому они могли бы найти там временное жилье. Когда они пришли в гостиницу, он извинился перед Мараной за то, что гостиница была в плачевном состоянии, но хозяин все же вспомнил его и согласился найти для них две комнаты и какую-нибудь одежду. В ту ночь, когда они выпивали, Марана отправилась на поиски хозяина постоялого двора, чтобы узнать, где находится черный рынок. Девиан хотел пойти с ней в качестве телохранителя, но он был пьян и вдруг выронил кольцо. Кто-то в таверне узнал в нем кольцо его товарища. Несколько дней назад он слышал, что его товарищ был убит, а тело исчезло, и на месте преступления нашли только доспехи Девиана, которые он носил, когда убивал драконов. Он начал обзывать Девиана каннибалом и устроил скандал, вынудив Девиана уйти. Затем он снова потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что две женщины уже ушли на черный рынок. Хозяину постоялого двора пришлось попросить Девиана уйти, потому что он мог навлечь неприятности на постоялый двор. Девиан уважал хозяина и хотел попросить у него меч, но у того не было ничего, что он мог бы ему дать. Тем временем Марана и ее служанка пришли на черный рынок, чтобы найти человека, которому эльф передавал информацию. Вскоре их привели к хозяину этого места, и, к удивлению, там оказался тот самый эльф. Он обманом заманил ее сюда, потому что заключил сделку с ее дядей, чтобы вернуть ее. Она пожалела, что не позволила жителям деревни убить его раньше. Затем хозяин черного рынка схватил их обеих. Девиан в это время отправился в кузницу, чтобы купить меч, но у него было только это кольцо, чтобы расплатиться. Однако хозяин знал, кто он такой и что произойдет, если он примет это кольцо. Тем не менее, он был готов продать Девиану меч, если у того будут монеты, и был достаточно любезен, чтобы сказать, где он может быстро их раздобыть. Тем временем Марану собирались разлучить с ее служанкой. Но, к несчастью для людей, промышляющих на черном рынке, горничная была ее самым сильным оружием. Горничная сама справилась с бандитами, а Маране оставалось только приказать эльфу. Она заставила его рассказать все, что ей было нужно. Он боялся горничной Мараны, поэтому ему пришлось признаться и предупредить, что место, куда она направляется, совсем небезопасно для нее, но ее это не волновало. Девиан в это время отправился в игорный дом, чтобы заработать денег. Он ничего не выиграл, поэтому вернулся ни с чем. Что касается Мараны, то она пошла со своей горничной в лавку. Она знала, что хозяин лавки был специалистом по поиску сокровищ, и ей нужно было найти какой-нибудь цветок лотоса. Хозяин лавки знал, кто она такая и что она ищет сокровище в виде цветка лотоса. Он знал человека, который мог ей помочь, мудреца, живущего в башне в Южной долине. Хозяин лавки дал ей камень, который помог бы ей встретиться с этим человеком, и попросил ее расплатиться с ним, когда она снова станет принцессой. Затем она пошла искать Девиана и пригласила его пойти с ней, но он хотел остаться, чтобы встретиться с человеком, который избил его прошлой ночью, и сказал, что приведет свою банду, чтобы свести с ним счеты в полдень. Девиан был из тех людей, которые не убегают от драки, поэтому он отказался бежать с ней. Он считал, что бегство – это оскорбление его чести. Она подумала, что он дурак, и ушла. Перед уходом горничная дала Даану маленький нож в качестве небольшого подарка. Затем она пошла в лес и позвала своего скакуна. Но горничная заметила, что бандиты пришли за Дааном. Служанка хотела помочь ему и уговорила Марану тоже принять участие в этом деле. Девин остался один на один с главарем банды. Они вступили в схватку, и Девин все еще был немного сильнее, но тут он позвал своих подчиненных, и они набросились на Девина.
Девин получил удар ножом в спину и упал. Но Марана, стоявшая наверху, выпустила стрелы с такой точностью, что они вонзились в головы всех бандитов, но в этот момент Девин вдруг превратился в монстра. Он продолжал убивать всех, кто попадался ему на пути, пока не остался последний, который защищался светящимся клинком Девина. Девин посмотрел на клинок и вспомнил, кто он такой, поэтому снова превратился в человека. Марана и служанка подбежали к нему и спросили, все ли с ним в порядке. Он не понимал, что с ним произошло, но Марана велела ему следовать за ней, иначе ему придется иметь дело с охраной. Он пошел за ней. Она рассказала ему о своем желании найти мудреца. Он решил отправиться с ней в надежде, что мудрец знает что-нибудь о драконах и поможет ему найти способ избавиться от его состояния. Тем временем мы знаем, что цветок лотоса, который ищет Марана, находится у эльфов. Эта эльфийка пробралась в лес Серебряной Луны, которым правила Марана, чтобы украсть этот цветок лотоса. Вскоре ее обнаружили и атаковали воины Мараны. Марана выпустила град стрел, потому что эльфийка могла создавать двойников. Когда появилась настоящая эльфийка, Марана успела выстрелить только один раз, ранив ее в руку. Девушка-эльф украла этот цветок, потому что верила, что он поможет ей и ее спутникам вернуться домой. Всю неделю, пока они путешествовали с Мараной, Девиану постоянно снились кошмары, и он чувствовал, что может превратиться в чудовище в любой момент, если не проснется. Он рассказал Маране, что ему снились говорящие с ним драконы. Он чувствовал, что драконы живут в его теле. Он мог только надеяться, что мудрец, которого она искала, поможет ему. Тем временем мы узнаем, что эльфы забрали лотос, чтобы воскресить своего бога. Они поклонялись богу Луны, которого поглотила тьма, когда богиня Темной Луны погрузилась в нее. Многие до сих пор поклоняются богине Темной Луны, хотя это ничем не отличается от веры в демонов. И единственным способом вернуть богиню Луны было провести ритуал с помощью мага, использующего этот лотос. Девушка, укравшая лотос, собралась в путь, чтобы найти мага, но вся группа решила отправиться с ней, независимо от того, согласна она или нет. Что касается группы Девиана, то они поднимались на заснеженную гору и должны были держаться друг за друга, чтобы их не сдуло ветром. Но гора продолжала сползать, и Девану с остальными пришлось отпустить веревку, чтобы не упасть. Марана упала, но ей удалось выжить, хотя она и оказалась теперь в стороне от группы. Но сразу после этого земля начала проваливаться, и Марана упала. Из-за ее падения Девану и остальным не удалось вовремя ее вытащить. Она потянула за собой еще нескольких человек, поэтому решила обрезать веревку, чтобы упасть вниз. Она выжила, но теперь была далеко от группы. Тем временем группа девушек-эльфов нашла то, что им было нужно. После долгого путешествия они добрались до жилища мага. Это место было скрыто за барьером, а внутри находилось огромное поле, заросшее цветами, и возвышалась башня. Группа людей вошла в башню и вскоре разделилась. Девушка пошла дальше, не подозревая, что она осталась одна. Затем она встретила мага, который спросил ее, как она нашла дорогу сюда, ведь сюда уже сотни лет никто не приходил. Она просто ответила, что нашла дорогу сама, без какой-либо особой техники. Она представилась как Рин и принесла цветы лотоса, чтобы попросить мага воскресить богиню Луны. Но он взял только цветы лотоса и назвал ее воровкой. Он сказал, что не может воскресить богиню, потому что смерть – это то, чему нельзя помешать. Затем он телепортировал ее и ее спутников отсюда. Она уже почти потеряла всякую надежду, потому что все ее усилия оказались напрасными. Она вернулась в Марану. Она бродила в снежную бурю, когда случайно зашла в пещеру. В этой пещере, к ее удивлению, оказался людоед, и, защищаясь, Марана была вынуждена убить его, чтобы выжить. Она попросила богов о прощении, а затем ее привлекло что-то внутри пещеры. Это нечто привлекло и других монстров-людоедов. Когда она приблизилась, ее внезапно разбудил чей-то голос. Как только она проснулась, монстры тут же набросились на нее. Она выбежала наружу, но там было также многолюдно. Она закрыла глаза и начала стрелять из лука, но из-за большого количества врагов оказалась в затруднительном положении. К счастью, Девиан вовремя пришел ей на помощь. Тем временем группа эльфийки Рин столкнулась с женщиной-убийцей. Она потребовала у нее цветы лотоса, но у нее их уже не было. Убийца не поверил ей, поэтому она убила друзей Рин прямо на глазах у девушки, заставив ее бежать в страхе. Но убийца применил свою технику и нашел Рин, и, к счастью, маг пришел, чтобы спасти ее. Он решил изменить свое мнение и помочь ей воскресить богиню.
Марана рассказала Даану о том, что видела в пещере, и сказала, что эти монстры еще более бездушны, чем Даан, когда он превращается в зверя. Затем она попросила разрешения отдохнуть и попросила Даана присмотреть за монстрами вместо нее. На следующий день группа Девиана прибыла в соседний город, и он заметил, что у Мараны ранена рука, поэтому он отвел ее в город, чтобы перевязать рану. Затем он дал Маране бутылку вина, чтобы согреть ее. Он также сказал ей, что если у нее есть какие-то проблемы, она может поговорить с ним. Но вдруг они оба услышали шум за пределами города, поэтому вышли проверить. Они встретили Катана, который, как знал Девиан, был таким же рыцарем-драконом, как и он сам, и который только что вернулся с охоты на дракона в одиночку практически без ранений. Затем он затащил дракона внутрь, чтобы разделать его. Девиану стало не по себе, когда он увидел эту сцену, и он ушел. Девиан сказал Маране, что ему хотелось ударить Кадана, когда он увидел, как тот разделывает дракона. И даже за ужином он не притронулся к тарелке с мясом, как будто считал драконов своими сородичами. Позже Кадан дал Маране мешочек с драконьими чешуйками, чтобы ей было легче спускаться с горы. Он признался, что приехал сюда, чтобы уладить одно дело. 20 лет назад он и еще 30 его товарищей отправились сюда на охоту на драконов. Но в ту ночь, когда вся группа была в сборе и они выпивали, на них напал дракон. И им пришлось бежать в город, который был объят пламенем, как днем. Они столкнулись с драконом, но его сила была огромна. Командир, который обучал его, был мгновенно убит, и из группы в 30 человек в живых остался только он. Он поклялся отомстить за смерть командира и с тех пор охотился на драконов. Но когда он нашел логово дракона, то увидел лишь трупы драконов и труп человека с ожерельем Девиана. Он подумал, что Девиан случайно забрел в логово огненного дракона и, увидев его силу, в страхе убежал. Да, дракон, которого он искал, был тем самым, с которым столкнулся Девиан. Ему нужна была информация, которой владел Девиан. Но он почти ничего не помнил о своей встрече с этим драконом. Девиан встал из-за стола, и Марана спросила его, что случилось, ведь он только что встретил человека, которым восхищался. Она думала, что это должно было его как-то взбодрить, но он выглядел еще хуже. Он все еще думал, что с ним все в порядке, поэтому Маране пришлось рассказать ему о том, что она чувствовала, когда была в той пещере, но она всю свою жизнь только и делала, что убегала. И только увидев ту сцену в пещере, она поняла, что ей нужно. Она поцеловала его в лоб, чтобы благословить Девиана, и ушла в свою комнату. В это время колдун использовал цветок лотоса, чтобы отделить свою душу и отправиться на встречу с богиней темной луны. В тот момент она убивала одного из своих последователей и поглощала его жизненную силу, чтобы увеличить свою мощь. Пришел колдун, и, похоже, они были знакомы уже давно, но он отказался от своего имени, и богиня ничего не могла с ним сделать. Тогда она решила соблазнить его своей силой. Девиан видел сон о том, что произошло в пещере, когда вдруг очнулся от удара катаном. Марана почувствовала это и бросилась на поиски, обнаружив, что Катан куда-то унес Девиана. Он отнес Девиана в подвал, чтобы посадить его под замок, так как знал, что внутри него скрывается дракон. Он ударил Девиана ножом в плечо, чтобы заставить дракона выйти наружу. Дракон должен был показать себя и вступил в спор с Катаном. Он ждал 20 лет, чтобы снова встретиться с драконом и сразиться с ним, но дракон узнал в нем маленькую мышку, которая убежала от него много лет назад. И его 20-летняя подготовка оказалась напрасной. Затем он освободил дракона, чтобы сразиться с ним, и действительно он очень хорошо подготовился. На нем была броня Хаоса, которая позволяла ему двигаться с огромной скоростью. Позже его прервала группа Мараны, спустившаяся вниз, но он легко отбросил их всех в сторону. Однако Маране удалось временно вывести из строя его броню. Дракон стал больше и продолжал сражаться. Группа Мараны, увидев это, убежала. Дракон постоянно загонял Катану в невыгодные позиции, а затем бросился вперед, чтобы заманить дракона в ловушку. Они погнались друг за другом, и Морана испугался, что один из них погибнет, но дракон бросился вперед и увел группу Морана. Мы знаем, что когда-то колдунья и богиня были любовниками, у них был ребенок, но они его потеряли, и колдун до сих пор ненавидит богиню за то, что она забыла об их потерянном ребенке. Он решил собрать армию, чтобы выступить против нее. Затем он ушел, а богиня, охваченная гневом, спустилась на землю, чтобы встретиться с той самой женщиной-убийцей. Она приказала своим убийцам уничтожить всех эльфов, которые не поклонялись ей. Затем армия богини Темной Луны собралась и телепортировалась в разные деревни. Армия дала жителям этих деревень шанс подчиниться богине и сложить оружие, но они решили сопротивляться, поэтому армии пришлось вступить в бой. После того, как деревня была сожжена дотла, армия привела жителей к богине Темной Луны, чтобы узнать, примет ли она их снова.
Что касается группы Мараны, то дракон отнес ее туда, где она должна была найти мудреца, но она нигде не могла найти башню. В это время Девиан проснулся в незнакомом месте. Он поднялся на вершину горы и, к своему удивлению, обнаружил там множество других драконов. Это были драконы высокого уровня, такие же, как и огненный дракон. Они были удивлены, когда он появился там. Драконы сообщили Девиану, что огненный дракон пытался сразиться с Тераблейдом, который завладел телом командира, а затем и телом дракона Земли. Тераблейд охотился на этих драконов. Тем временем Марана обнаружила, что кол, который Каден вонзил в плечо Девиана, все еще торчал из тела дракона, поэтому она попыталась вытащить его. Но кол разбудил дракона, и тот, обезумев, погнался за ней, напал на нее. Марана, ее служанка Марси и дракон упали с обрыва. Девиан попытался вернуть себе контроль над телом, но безуспешно. Драконы спросили его, кто он такой и зачем он здесь. Он не мог вспомнить. В это время дракон, который, по-видимому, был предводителем этой группы, подошел к ним и помог вспомнить. В это время служанка Марси была ранена, и Марана попыталась увести ее, но Марси обернулась и потянулась за камнем, который был нужен Маране, чтобы найти мудреца. Затем все трое убежали и скрылись в пещере, но дракон продолжал преследовать их, выдыхая пламя. Им пришлось спрятаться в пещере, но дракон продолжал дышать огнем, заставляя Марану ударять по камням, чтобы они обрушились и преградили путь огню. Девиан в это время вспомнил, что сражался с террором клинком, но тот убил его. Драконы же считали, что террор-клинок убил его, чтобы не дать Девиану завладеть им, как это произошло с земным драконом. Девиан хотел, чтобы они забрали его, чтобы Марана и Марси не погибли. Но драконы по своей природе хищники, и он понимал, что они не помогут ему. Поэтому он предложил помочь им в борьбе с террором клинком. Однако, несмотря на его слова, они все равно должны были задать ему вопрос. Тем временем Марана нашла временное убежище и перевязала раны Марси. Она чувствовала себя беспомощной, потому что не могла найти мудреца, но Марси поняла, что ей просто нужно посмотреть в камень. Она сразу же узнала, где находится мудрец, но она могла только позволить Марси и ее спутнику идти вперед, а сама осталась, чтобы отвлечь дракона. Драконы в это время спросили, почему Девиан решил им помочь. Хотя он и был убийцей драконов, человеком, который убил так много их сородичей, почему они ему поверили? Он считал, что драконы представляют угрозу для людей, но они утверждали, что люди умирают по разным причинам. Так почему же только драконы считались опасными? Он прямо сказал, что ненавидит драконов, потому что они убили его отца и всю его деревню, но все равно решил сражаться на стороне огненного дракона, потому что понимал, что угроза со стороны Тераблейда гораздо страшнее, чем со стороны драконов. Но дракон все равно считал, что ему придется умереть, если он хочет официально возродить огненного дракона. Тем временем дракон загнал Марану в угол и уже собирался ее съесть. Девиану пришлось приказать драконам убить его, если они хотят спасти Марану. Но в этот момент огненный дракон проснулся и не дал драконам прикоснуться к Маране. Он вернул себе свое тело, а затем поймал Марану. Он хотел отвести ее к лекарю, но она показала ему, где находится башня. Вскоре Рин поняла, что к ним пришли гости, и колдун тоже знал, кто они такие. Колдуны увидели, что обе девушки серьезно ранены, и отказались им помогать. Но камень, который Марана получила от торговца, на самом деле был платой колдуну за то, что он попытается спасти обеих девушек. Рин хотела сразу же разобраться с Мараной, потому что она была из ночного серебристого леса и поклонялась богине темной луны, но колдуны остановили ее. Тем временем жители деревни эльфов, которые решили поклоняться богине темной луны, нанесли себе на лоб какой-то наркотический состав. И после произнесения клятвы они официально становились ее последователями. Внезапно несколько солдат из ночного серебристого леса вернулись с многочисленными ранениями по всему телу, они были сильно напуганы и не могли ничего рассказать о том, что они видели в лесу. В это время Девиан проснулся. Колдун телепортировал его к себе. Он спросил, зачем он пришел сюда, и Девиан спросил о демоне Тераблейде. Но колдун знал, что раны девушки были нанесены драконом, а не демоном. Тогда Девиан признался, что драконом был он сам. Убийца позвал старейшину деревни, чтобы спросить, что находится в лесу, но тот тоже ничего не знал, потому что жителям деревни было запрещено туда ходить. Она не обратила на это внимания и повела армию в лес, взяв с собой старейшину, чтобы он указывал дорогу. Но внезапно оттуда вылетел деревянный кол и убил одного из солдат. Затем полетели другие деревянные колья, и даже щиты не могли их остановить. Старейшина тоже был ранен и погиб. Убийца призвал лунный свет, чтобы осветить поле боя. Но этот способ оказался бесполезным, так как эльфы атаковали в ответ. Армия ночного серебристого леса вскоре была отброшена и вынуждена была отступить. Но прежде чем они успели уйти далеко, убийца приказал войскам вернуться,
и они увидели жуткую картину. Повсюду висели трупы, словно бросая им вызов. Что касается Девиана, то колдун сказал ему, что всего существует 8 драконов, и они представляют собой столпы миров. Терраблейд хотел получить силу всех 8 драконов, чтобы воссоздать мир по своему желанию. Дракон, который прятался в Девиане, временно скрывал его от Терраблейда, но это было лишь вопросом времени. Он наложил на кольцо заклятие, чтобы дракон не смог завладеть им. Но это тоже было временной мерой, потому что чем дольше он будет сдерживаться, тем больше будет бед в этом мире, и он погибнет, когда дракон вырвется на свободу. Рин теперь молилась своей богине. Она заметила проходящего мимо Девиана и спряталась. Что касается той убийцы, то теперь мы знаем, что ее зовут Луна. Она также попросила у богини Темной Луны силы, чтобы отомстить за своих воинов. Богиня позволила ей делать все, что она захочет, при условии, что в ее сердце всегда будет жить любовь к богине. Марана пришла в себя. Она снова встречает Марсию и мага, который привел ее к Девиану. Он спрашивает ее, служит ли она по-прежнему богине Темной Луны, на что она отвечает утвердительно. Тогда он рассказывает ей правду о ней, о том, что она жестокое существо. Однажды она услышала пророчество о том, что эльфы свергнут ее, поэтому она создала армию, чтобы уничтожить эльфов. И сейчас из-за потери цветов лотоса она постепенно теряет свою силу, поэтому она в панике и начинает без разбора нападать на всех подряд. Армия эльфов постоянно подвергается воздействию лунного света Луны, и их строй распадается. Им негде укрыться, и они больше не представляют для нее угрозы. Что касается Мараны, то она понимает, что этот маг на самом деле является магом-призывателем хаоса, который хочет устроить апокалипсис, но он хочет лишь мира. Он вернет ей цветы, но при условии, что она убедит свою богиню уйти оттуда, где живут эльфы. Она все еще не доверяет ему, но он дает ей время подумать. Пока она не приняла решение, сделка с владельцем магазина будет защищать ее. Затем она и Девиан встали и заговорили друг с другом. Марана не знает, правильно ли она все понимает, действительно ли это богиня, с которой она была рядом 10 лет, или маг, с которым она только что познакомилась. Однако Девиан все же доверяет магу. Марана не знает, что ей теперь делать, поэтому Девиан советует ей стать рыцарем-драконом. Девиан чувствует, что сейчас он очень напуган. Затем они решают поцеловаться. Рин уже собиралась напасть на мага, но ее телепортировало обратно в его дом. Она думает, что он собирается вернуть цветы лотоса той богине, но у него свои убеждения, и он хочет, чтобы Марана не сомневалась в его решении. Тем временем Луна нашла место, где скрывается предводитель повстанцев. Предводитель повстанцев считает, что даже если он погибнет, то у него останется много последователей. Но Луна убила его соратников, и он оставит предводителя в живых в назидание тем, кто хочет поднять восстание. Потому что мучеников много, но кто осмелится смотреть, как умирают их товарищи или родные? Марана получила шкатулку с цветами лотоса. Инвокер запер шкатулку, и она откроется, когда армия богини Темной Луны покинет территорию эльфов. Она согласилась, и Рин будет их проводником. Они все еще злятся друг на друга, но уважают Инвокера и следуют его указаниям. Инвокер также понимает, что Девиан никому не рассказал о том, что он умрет, когда проснется дракон, поэтому он молчит ради него. Он отправится с Мараной и вернется, чтобы найти его, когда она выполнит свое задание. Поэтому Инвокер дал ему доспехи, чтобы он мог сражаться, если превратится в чудовище, и чтобы он был одет, когда вернется в человеческий облик. Луна вернулась к богине, и она недовольна жестокими действиями Луны. Но она верит, что Луна найдет способ заставить ее простить. Что касается Инвокера, то он связался с Терраблейдом, чтобы предложить ему сделку. Вскоре после этого Инвокер отправился один на встречу с одним из драконов-стражей. Он сражается с драконом Океанидом и пытается подчинить его своей магией. После долгой борьбы он усмирил его, но сам при этом сильно устал. Что касается Девиана, то после этого он почти не мог спать из-за того, что ему снилось, будто дракон его проглотил. На следующий день Марана пришла подразнить Девиана, как обычно, но он был подавлен и сказал, что скоро умрет. Она подумала, что Девиан шутит, потому что он только что проснулся после вчерашнего запоя. Она собралась уходить, а Рин подошел подразнить Девиана, что тот поссорился со своей девушкой. По дороге Рин постоянно подшучивал над Девианом, чем вызвал ревность Мараны. Девиан это заметил и подошел успокоить свою девушку. Внезапно он делает шаг вперед и говорит всем остановиться. Он почувствовал приближение нескольких драконов ветра и велел всем держаться вместе, чтобы они их не заметили. Затем он понял, что это охотничьи угодья драконов. Они охотятся, ориентируясь на движение добычи, поэтому нужно незаметно подкрасться к ним и замереть, когда драконы начнут двигаться, но лучше найти укрытие, чтобы они вас не заметили.
Что касается инвокера, то он устал и вспоминает свою дочь, которую он привез сюда много лет назад. Он подарил ей цветочное поле и построил эту башню, чтобы она стала их домом. Он заметил красные пятна на руке дочери и спросил, как давно это происходит. Маленькая девочка сказала, что это началось с тех пор, как она рассталась с мамой, и это очень ее беспокоило. Он не знал, чем она болела, но должен был найти способ ее вылечить. После этого он погрузился в исследование, чтобы найти лекарство. Но его усилия, казалось, ни к чему не приводили. После того, как Девиан и его группа спаслись от драконов, они решили разбить лагерь в лесу. Марана начала ревновать, когда Девиан постоянно разговаривал с Рин. Во время обустройства лагеря Рин подумала, что Девиану повезло, что его сопровождает девушка. Но он признался, что только одна из них была его девушкой. Рин рассказала, что у нее когда-то была группа возлюбленных, но все они были убиты людьми из ночного серебра. Марана разозлилась, заявив, что Рин сама виновата, потому что украла цветы лотоса и тем самым спровоцировала нападение. Девушки уже были готовы вцепиться друг другу в волосы, но Девиан остановил их. Рин ушла, а Девиан отругал Марану за то, что она ничего ему не рассказала об их знакомстве. Сначала Марана хотела подождать и посмотреть, не скрывает ли Рин что-нибудь, но Девиан обвинил ее в том, что она не рассказала ему раньше. Она попыталась объяснить, но он почти не обращал на нее внимания на протяжении всего путешествия. Она спросила, почему он молчал, но он не ответил и пошел искать Рин, чтобы она не столкнулась с драконами. Он пошел позвать Рин, потому что знал, что она прячется где-то неподалеку. Он считает, что у Мараны не было дурных намерений и советует ей вернуться в лагерь, потому что они уже потеряли достаточно времени. Затем Марана призналась Марселю, но тот уже лег спать, поэтому она тоже легла отдыхать. Девиан некоторое время стоял снаружи, наблюдая за происходящим, а затем тоже заснул. Рин же тем временем разглядывала коробку с цветами лотоса. Что касается истории инвокера, то у него не было ни единого шанса вылечить свою дочь. Но однажды он обнаружил, что его дочь нашла цветок, который вместо того, чтобы поворачиваться к солнцу, поворачивался к луне. Он понял, что ему нужно сделать, а именно привести свою дочь к матери, которая была богиней темной луны. Что касается Девиана, то Марана сообщила ему, что Рин снова украла цветы лотоса. Она отправилась на территорию воздушных драконов, но не стоит беспокоиться, потому что Рин очень трудно поймать. Рин побежала к реке, и драконы вскоре ее заметили. Их сила в скорости, поэтому они очень быстро ныряют в воду. Рин должна была быстро бежать в темноту, потому что в темноте она могла телепортироваться на небольшое расстояние. Но как только она спряталась в тени, она уронила коробку, поэтому ей пришлось вернуться за ней, и драконы погнались за ней. Затем она нашла пещеру и направилась к ней. Девиан заметил, что Рин бежит к пещере, и решил помочь ей, потому что это было логово дракона, а не обычная пещера. Маране пришлось остаться снаружи, чтобы разобраться с несколькими драконами, а Девиан забежал в пещеру и увидел пролетающего мимо дракона. Он спрятался, чтобы пропустить его, а затем побежал за ним. Рин в это время спряталась в небольшой нише, а Девиан быстро подбежал к ней и хотел расчистить ей путь, чтобы она могла убежать. Но она отказалась, и ему тоже пришлось спрятаться в этой нише, чтобы быть рядом с ней. Он хотел сохранить шкатулку, чтобы она могла сбежать, но она отказалась. И он подумал, что эта шкатулка не стоит ее жизни. А она действительно была готова умереть за эту вещь. Поэтому он решил остаться здесь и умереть вместе с ней. Он начал уговаривать Рин, и она решила отдать ему шкатулку, чтобы он сохранил ее. Затем она телепортировалась наружу и бросила драконьи яйца, чтобы отвлечь их. Девиан тоже вскоре вышел, но дракон вернулся, и ему пришлось с ним сразиться. Но они не осмелились подойти ближе, потому что увидели в нем огненного дракона. Затем он вышел наружу и снова встретил Марану. Он знал, что больше не должен прятаться от нее. Сначала он боялся, что ей придется нести его бремя, но теперь он больше не хотел от нее прятаться. Он рассказал ей о том, что умрет, если дракон снова вырвется на свободу. Затем группа продолжила свой путь, и Марана встретилась с Рин. Две девушки решили путешествовать вместе из уважения к Девиану. Мы вернулись к инвокеру, который много лет назад привел свою дочь к богине темной луны, чтобы та помогла вылечить девочку. Несмотря на то, что перед ней был тяжело больной ребенок, богиня выдвинула условие, что и отец, и дочь должны поклоняться ей и любить ее как богиню. Хотя инвокер смирился с этим, маленькая девочка отказалась. Она любила ее как мать, а не как богиню. Она любила ее, но не поклонялась ей. Поэтому богиня ушла, несмотря на отчаянные мольбы инвокера, и теперь он высасывает жизненную силу из всего, что его окружает, чтобы восстановить свои силы. Некоторое время спустя мы снова встретили Кадена. Он вошел в пещеру воздушного дракона и быстро расправился с ними. Он обнаружил, что Девиан проходил здесь, и поэтому приказал своим людям двигаться на север. Группа Девиана обнаружила место, где были повешены эльфы.
Рин поднялся наверх, чтобы перерезать веревки, чтобы Марана могла похоронить их как полагается. Затем они пришли в деревню, на которую напали люди из Ночного Серебра. Армия быстро выдвинулась, и, к счастью, они узнали в Маране свою принцессу, поэтому пропустили группу. Затем они прибыли в лагерь, и Марана снова встретилась с Луной. Она принесла шкатулку, чтобы предъявить Луне ультиматум. Они никогда не любили друг друга. Луна продолжала утверждать, что именно из-за слабости Мараны произошло столько бедствий. Марана же утверждала, что нынешние страдания вызваны хладнокровной натурой Луны. После долгих препирательств Марана достала шкатулку и рассказала Луне о состоянии инвокера. Луна, казалось, не очень-то ей поверила. Тем временем Рин и Девиан поняли, что их схватили солдаты. Рин могла бы сбежать, но Девиан не хотела этого делать. Она тоже не могла уйти, потому что не могла бросить свой народ. Затем Луна отправилась к богине и вернулась, чтобы сообщить Маране, что завтра они примут условия Вагара и выведут свои войска. Что касается Девиана, то он знал, что скоро расстанется с Мараной и репетировал прощальную речь. Но тут к нему подошла Марси и обняла его на прощание. Затем он вошел в дом и спросил Марану, действительно ли она хочет вернуться в Ночное Серебро. Она все еще верила, что нужна богине. Девиан сказал, что он уедет, хотя Марана думала, что он мог бы поехать с ней в Ночное Серебро. Но он считал, что неизлечим и не хотел причинять вред тому месту, которое она любила. Он сказал, что если она когда-нибудь будет нуждаться в нем, то должна будет обратиться к нему, и он придет на помощь. Тем временем Рин пробралась в тюрьму, чтобы найти предводителя восстания. Она извинилась за то, что украла цветы лотоса, которые стали причиной таких потерь. Она пыталась все исправить, но предводительница сопротивления была слишком подавлена. Она смирилась с тем, что люди из леса рыцарей одержали победу. Эльфийка долгое время скрывалась и рассказывала людям об опасностях, чтобы они не тревожили эльфов. Но теперь люди стали сильнее и правили миром. В то время как эльфы медленно вымирали, солдаты услышали голоса и вошли в комнату. Но Рин уже сбежала. Она смотрела на детей, которых постепенно превращали в последователей богини Темной Луны, и, разочаровавшись, ушла вместе с Девином. Тем временем Марана и Луна взяли шкатулку и поднялись наверх, чтобы открыть ее. Как только они поднесли шкатулку к богине, она открылась, и цветы внезапно исчезли в небе. Благословение богини армии Ночного Серебра исчезло, и эльфийская армия знала об этом. Марана знала, что вот-вот начнется война, поэтому она попросила о перемирии и сказала, что ее сторона отступит. Но эльфы потеряли слишком много и теперь хотели отомстить. Эта сцена была спланирована инвокером, и он хотел отомстить богине, которая бросила его дочь. Тем временем в храме богини Темной Луны верховная жрица внезапно превратилась в демона Террарблейда. Он подчинил себе последователей и превратил их в свою армию, но тут появилась богиня и решила сразиться с террором. Тем временем Рин и Девион вернулись и увидели, что здесь царит хаос. Они вступили в бой. В этот момент Луна столкнулась с лидером повстанцев. Она была уверена, что теперь сможет сражаться на равных с Луной, которая лишилась своей божественной силы. Однако боевые навыки Луны все же были немного лучше, и ей удалось выбить оружие из рук соперницы. Но в этот момент вернулась Рин и начала телепортироваться, чтобы нанести Луне несколько ударов. Луна была изранена и упала без сил. Рин думала, что отомстила за своих возлюбленных, но ее руки были по-настоящему в крови. Девион тоже бросился к ней и заметил Марану. Она пришла, чтобы исцелить Луну. Он быстро подбежал к ней, но путь ему преградили эльфы, и ему ничего не оставалось, кроме как отступить. Он снял с шеи амулет, который дал ему инвокер, и превратился в полудракона. Он сохранял рассудок, пока набирал силу, а затем нанес сокрушительный удар. Вернувшись к террору, он продолжал говорить, что богиня бросила свою дочь, чтобы спровоцировать ее. Она поняла, что это инвокер привел сюда террора, чтобы мучить ее. Но у него и инвокера было только одно соглашение – души его 7 детей в обмен на душу этой богини. Затем она взлетела к магическому кругу, чтобы сбежать от террора, но он появился позади нее и схватил ее. Он ударил ее кулаком, повалив на землю, и магический круг над ними разлетелся вдребезги. Он сказал, что богиня без любви, подобная ей, для него всего лишь пища. Теперь она сожалела о содеянном, но было уже слишком поздно. Что касается Девиана, то он расчистил путь для побега группе Мараны, но сразу после этого появляется группа охотников на драконов Кадина. Девиан связан по рукам и ногам. Дракон приказывает ему отпустить его, чтобы они могли поскорее уладить свои разногласия, но Девиан пришел за Девиан, а не за драконом. Затем он выпускает какой-то дым, который превращает Девиана обратно в человека. Девиана уводят, а Рин берет веревку, которую дал ей инвокер, и убегает, чтобы найти Девиана.
Марана тем временем все еще не знает, что произошло в храме, но она боится, что случилось что-то плохое. Тераблейд впитал достаточно страха от богини, поэтому он оставляет ее и уходит. Сразу после этого появляется инвокер, чтобы найти ее и покончить с остальными. Девиан приходит в себя и обнаруживает, что его снова заперли в клетке и вернули в крепость Кадена. Рин все еще следует за группой. Инвокер захватил храм богини Темной Луны, и она заперта в башне, где он когда-то жил со своей дочерью. Инвокер пришел, чтобы найти ее, и считает, что теперь о ней забудут, и она потеряет свою силу. Но она думает, что Инвокер не сможет выполнить свою сделку с Тераблейдом. Поэтому, если он захочет, он должен воскресить ее и вернуть ей былую силу, чтобы справиться с ним. Но ему все равно, потому что он хочет, чтобы богиня умерла в забвении. Марана и Луна все еще пытаются выбраться из леса. Число солдат с каждым днем уменьшается, а число раненых растет. Марана хочет, чтобы Луна и солдаты немного отдохнули, но Луна почти не обращает внимания на слова Мараны. Что касается Девиана, то он сейчас пытается убедить Катана и командира рыцарей, что драконы не так опасны, как демон Террорблейд, и что им нужно объединить силы с драконами, чтобы победить его. Но для рыцаря-дракона сотрудничество с драконами – это самая нелепая вещь на свете, поэтому его слова почти ничего не значат. Кэден сейчас встречается со своим учителем, старым рыцарем в золотых доспехах. Он считает, что Кэден потратил более 20 лет своей жизни на то, чтобы отомстить за дракона. Но Кэден не считает свой выбор ошибочным. Затем Кэден узнает, что у Девиана взяли кусочек плоти для исследований. Он предупредил командира рыцарей, чтобы они не причиняли Девиану вреда, иначе дракон проснется. Теперь он решил довериться Девиану и велел ему прийти в большой зал, когда тот поправится. Тем временем солдаты Ночного Серебра нашли место, где можно было бы переночевать. Раньше это был храм богини Темной Луны, но теперь он заброшен. Луна больше не верит в богиню, но Марана все еще думает, что хотя богиня исчезла, солдаты все равно молятся ей. В это время Рин пришла, чтобы освободить Девиана из тюрьмы. Девиан спросил, зачем она пришла сюда. Она ответила, что он нужен ей и Маране. Когда он спросил о Маране, то узнал, что она в безопасности. Рин чувствовала себя виноватой за то, что произошло, потому что она с самого начала знала о планах инвокера. Девиан был потрясен, когда Рин призналась в этом. Он подумал, что, возможно, главный рыцарь был прав, когда говорил, что нельзя доверять никому, кроме рыцарей-драконов. Затем он отослал Рин. Вскоре после этого главный рыцарь освободил и Девиана. Он спросил, есть ли способ избавить его от дракона, но главный рыцарь не был уверен в этом и лишь достал какие-то записи. Из этих записей следовало, что полулюди-полудраконы, такие как Девиан, уже появлялись раньше, но они были рождены с генами дракона, а не одержимы им как Девиан. Однако существовала вероятность, что он действительно был представителем драконьего рода и никогда не смог бы вернуться к своему первоначальному облику. Позже Девиан встретился со своим товарищем Брэмом, который признался, что все еще немного беспокоится о состоянии Девиана. Девиан честно сказал, что он все еще контролирует ситуацию и не причинит вреда Брэму или кому-либо еще из Ночного Ордена. Затем его отвели обратно в камеру, а Рин осталась снаружи, наблюдая за происходящим и ожидая удобного случая. Позже Кадан позвал людей на охоту, когда вдруг услышал, что главный рыцарь зовет его. Когда он пришел, главный рыцарь попросил всех, кроме Кадена, выйти из комнаты. Он рассказал, что только что нашел формулу, превращающую кровь Девиана в сыворотку, которая придает сверхчеловеческую силу. Благодаря этой силе они получат силу и регенеративные способности драконов, что позволит им истребить всю расу драконов до последнего. Но тут Каден ушел, и мы узнаем, что на самом деле это была Рин, переодетая в его одежду. Она была в ужасе от желания главного рыцаря. Что касается Мараны и Луны, то теперь они были вынуждены искать путь к отступлению, так как приближались к охотничьим угодьям драконов ветра. Луна решила разделить их силы. Она решила пожертвовать собой, чтобы дать возможность Маране увести остальных и выбраться из этого места. Тем временем главный рыцарь принял дозу сыворотки, приготовленной из крови Девиана. Он обрел способность регенерировать и укреплять свое тело по своему желанию. Но прежде чем он успел в полной мере ощутить эту способность, он снова превратился в человека. Жажда власти заставила его захотеть еще больше усилить действие сыворотки. Рин снова пришла к Девиану и хотела предупредить его, чтобы он ушел. Он не хотел ей верить, поэтому Рин пришлось обнять Девиана и телепортировать его прочь. У главного рыцаря начались побочные эффекты от действия сыворотки, и его начало рвать кровью. Он попытался дотянуться до пузырька с кровью, который лежал на полу, и в этот момент появились глаза Терраблейда. Луна уже собиралась выдать себя, но тут поняла, что Марана ушла раньше нее.
Теперь Марана сражалась в одиночку, и она почти в одиночку могла справиться со всеми эльфами, которые преграждали им путь к отступлению. Вскоре она вернулась к Луне, и в это же время Терраблейд в теле главного рыцаря пришел к Девиану, чтобы забрать, что принадлежало ему по праву. Вся крепость задрожала, а снаружи приближалась стая драконов. Замок был вынужден защищаться от этих ледяных драконов. Это были ледяные драконы, и любой, кого коснется их пламя, тут же замерзал. Смерть была неизбежна. Брэм пытался защищаться, но понял, что они сосредоточили все свое внимание на одном месте, чтобы нанести удар. Брэм приказал всем отступить, но сам он был схвачен. Кэден бросился на помощь Брэму, а затем побежал обратно в замок, прежде чем ворота закрылись. Тем временем Терраблейд рассказал, что теперь он может управлять драконами. Поэтому Девиан должен был либо отдать ему огненного дракона, либо погибнуть вместе со своими товарищами. Когда Девиан потребовал, чтобы он вернул ему главного рыцаря, Терраблейд сказал, что ему не стоит беспокоиться о нем, потому что он собирался забрать у Девиана кровь, чтобы создать сыворотку. Затем Девиан бросился в атаку, вынудив Рин телепортировать его в другое место. Она считала, что ему не стоит ввязываться в бой, который он не сможет выиграть. Когда он захотел остаться со своими братьями-рыцарями, Рин напомнила ему, что именно она научила его ценить жизнь. После этого появился земляной дракон и погнался за ними. Дракон ненадолго застрял, и Девиан побежал искать оружие. Что касается Мараны, то она обнаружила, что Луна была заражена из-за того, что ее рана долго не заживала. Они знали, что неподалеку есть крепость, и надеялись, что там смогут вылечить Луну. Драконы уже начали прорываться в крепость. Земляной дракон напал на группу рыцарей Кадена. Каден велел своему хозяину найти командира рыцарей и раздобыть побольше оружия, чтобы сразиться с драконами. Но Каден был сбит с ног земляным драконом. Его хозяин бросился в бой и сумел отрубить дракону голову, но ледяной дракон напал на него сзади, и он потерял концентрацию, позволив земляному дракону ожить и откусить ему половину тела. Остались только Брэм и Кадан, и он велел Брэму найти командира рыцарей. Они оба ненадолго скрылись от драконов и ушли. Тем временем группа Мараны добралась до крепости, куда они направлялись. Она велела Марси протрубить в рог, чтобы открыть ворота. Оказавшись внутри, Марана попросила капитана крепости разрешить им остаться на некоторое время, чтобы солдаты могли прийти в себя. Он не мог принять решение, поэтому пока что просто велел ей привести людей, нуждающихся в лечении, в первую очередь. Она сообщила ему, что вскоре здесь появится племя эльфов, и надеялась, что они готовы к этому. Но командир был уверен, что никто не сможет выгнать их отсюда. Кейден и Брэм добрались до комнаты командира рыцарей и увидели там беспорядок. Но, похоже, это не было делом рук драконов. Луну только что перевязали, и ей нужно было отдохнуть неделю, чтобы полностью восстановиться. Но они находились совсем близко к границе, и на них могли напасть. Оставаться здесь было опасно, поэтому Марана решила, что они уедут завтра. Затем она пошла сообщить всем об этом, и они решили хорошенько отдохнуть сегодня вечером, чтобы уехать завтра. В этот момент к Маране подошел капитан и сказал, что командир этого места хочет ее видеть. Она вошла в командный пункт и обнаружила, что настоящий командир убит. Убийцей оказался лучник, способный превращать свои цели в золото. Она была наемницей, которую наняли, чтобы вернуть Маран. Тем временем ее солдаты и Марси, которые находились снаружи, были одурманены здешними солдатами. Девиан уже надел свои доспехи и взял драконий щит. Затем на них напали земляной и ледяной драконы, и ему пришлось использовать щит, чтобы защититься, и атака ледяного дракона пришлась на земляного дракона. Но появился еще один земляной дракон. Брэм и Катан добрались до Даана. Он взмахнул мечом, разрубив стену и голову земляного дракона. Они с Дааном вступили в схватку с ледяным драконом, но тот все еще парил в небе, и тогда Каден подбросил Даана вверх, чтобы он сразился с ним. Появился еще один ледяной дракон, и Девиан метнул в него огненное копье, чтобы уничтожить его. В этот момент появился Террорблейд. Он проник в сознание всех четверых, начав с Даана. Даану было предначертано погибнуть, но он превратился в чудовище, которое только и знало, что убивать. Рин, в голове которой было множество историй о Луне, представляла себя богиней. Но на самом деле она была просто чудовищем. Брэм всегда выполнял свой долг, но одного меча было недостаточно, чтобы стать рыцарем-драконом. Кэден был одиноким человеком. Из 30 человек, отправившихся в бой,
вернулся только он. Террорблейд сказал им, что Девиан принесет гибель рыцарям-драконам. Рин, поверив лжи инвокера, лишь навлекла бы на себя новые смерти. Брема всегда затмевали, и он погиб, служа чужой славе. Кэден был настолько жалок, что не осмелился отомстить за своих товарищей из уважения к единственному брату, которому доверял. В конце концов, он предложил всем четверым способ решить их проблемы. Девиану он предложил позволить дракону завладеть им, а остальным троим изменить свою судьбу и освободиться. Он хотел, чтобы они позволили ему завладеть ими. Но Кэден очнулся и бросился на него с ножом. Террорблейд разочаровался в Кэдене и швырнул его в стену, и он бы упал с крепости, если бы Брэм вовремя не подхватил его. Затем он начал вытягивать из Девиана огненного дракона, и Рин попыталась разделиться, чтобы напасть на него. Он отшвырнул Рин в сторону, и ей пришлось телепортироваться высоко в небо. Затем он крепко схватил ее, чтобы она упала вместе с ним и рыцарем-командором. Она ударила его ножом в руку, чтобы рыцарь-командор отпустил ее, но у нее уже не было сил телепортироваться. Они уже были готовы упасть на землю, когда Девиан превратился в дракона и взлетел, чтобы спасти ее. Затем он улетел, чтобы разобраться с оставшимися драконами. Но в этот момент на помощь подоспела девушка на драконе по имени Райли, и они вместе спаслись. Девиан хотел в одиночку разобраться с хаосом, который устроил Террорблейд, но Каден решил, что если он уйдет один, то именно этого и добивается Террорблейд. Услышав это, он неохотно согласился отправиться с группой Кадена. Тем временем Марана была отделена от своих солдат и Марселя. Их везли в разных машинах, а поскольку за голову Луны тоже была назначена награда, охотник позволил ей ехать вместе с Луной. Дракон Мараны, заметив, что его хозяйка в беде, немедленно бросился за ней. В это же время инвокер пришел, чтобы найти дракона Хаасы и пробудить его. Драконы снова собрались вместе и призвали друг друга восстать и сразиться с Террорблейдом. Они были слишком беспечны и теперь вынуждены были дать отпор. Дракон Хааса решил, что его спутники только и могут, что болтать, но ничего не делать. Он устроил мощный взрыв и отправил души драконов к инвокеру. Однако инвокер напал на него и нанес сокрушительный удар. Что касается Девиана, то он понял, что ожерелье с драконьим зубом осталось в крепости. Райли и ее дракон отнесли Рин и Девиана обратно в пещеру, и Райли сказала, что Девиан теперь должен ей вдвойне. Рин заметила, что Девиан был похож на человека, который потерпел поражение и не может с этим смириться. Он все еще пытался вести себя так, будто ничего не произошло. Он спросил, не ранена ли Рин, но она хотела, чтобы он выкинул из головы мысль о том, что он мог бы причинить ей вред, если бы превратился в полудракона. Брэм, прогуливаясь по пещере, наткнулся на библиотеку. Там он встретил дракона Райли, который оказался автором этих книг. Что касается Мараны, то Луна была увезена в другое место, а ее саму вернули во дворец, который когда-то был ее домом. Затем она увидела меч своего отца, подбежала к нему, чтобы разрезать веревки, и, схватив меч, разрубила им люстру и сбежала. Но она быстро столкнулась с наместником, который когда-то заботился о ней. Она была разочарована тем, что он служил ее отцу, а теперь служит ее дяде, который пытался ее похитить. Но он служил ее дяде, выполняя последнюю волю ее отца. Затем он предложил ей остаться здесь, где она будет в безопасности. Луна в это время была заключена в тюрьму и сразу же продемонстрировала, что она самая сильная из всех, ударив кулаком по лицу тюремного надзирателя. Затем к Луне подошел старый волосатый мужчина по имени Рико и сказал, что она совершила ошибку и теперь ей придется спать в полной боевой готовности. Но она никого здесь не боялась, и если кто-то захочет прийти, она готова с ним сразиться. Кэден считал, что им нужно как можно скорее отвоевать крепость у драконов, потому что им было необходимо завладеть оружием, которое находилось внутри. Он хотел собрать больше людей, но Девиан считал, что им не стоит больше медлить, потому что Террорблейд был достаточно силен, чтобы победить даже короля земных драконов. Поэтому собирать больше людей было бессмысленно. Но Кэден не хотел, чтобы Девиан снова выпустил на свободу чудовище, которое находилось внутри него. Они начали спорить, и никто не хотел уступать. Тогда Райли пришлось пойти к Кейдену, потому что она услышала эту историю от Брэма. Она считала, что Кейдену не стоит быть таким властным, потому что Девиану действительно было необходимо вернуть то, что он потерял. Девиан бродил по пещере и случайно нашел камень души. Он его заинтересовал, и Рин пришлось его разбудить. Затем Девиан отправился к дракону Райлы, и она рассказала, что раньше она охраняла этот камень души, потому что он ее привлекал. Но после долгого сна она увидела, как изменились люди. С тех пор она держалась подальше от камня души и начала писать книги и стихи, чтобы лучше понять жизнь. Она считала, что Девиану тоже нужно пообщаться с камнем души, и, возможно, он действительно получит ответ, который ищет. Инвокер запечатал души драконов в разные яйца.
Богиня темной луны все еще бродила по башне и постепенно вспоминала свою потерянную дочь. Что касается Мараны, то она снова встретилась со своим дядей и совсем не обрадовалась. Она ненавидела своего дядю, потому что считала, что он убил ее родителей, чтобы завладеть троном, а теперь он вернул ее, чтобы она стала символом объединения людей. Затем ее дядя ушел, а наместник сообщил ей, что после смерти ее отца в стране начались волнения. Она отказалась помогать дяде, потому что ничего не могла сделать. Более того, Луна и солдаты из темного лунного леса тоже были обречены на смерть, потому что их считали врагами народа, ведь эта страна поклонялась Солнцу, а не Луне. Луна была в отчаянии и не знала, что делать. Начальник тюрьмы вернулся, чтобы свести с ней счеты. На самом деле они были знакомы еще 15 лет назад, и начальник тюрьмы был очень зол на нее за то, что она тогда сбежала и бросила их. Но ей все же удалось справиться с двумя мужчинами, и начальник тюрьмы напал на нее сзади. Однако старик Рико пришел на помощь Луне, и она спросила начальника тюрьмы, хочет ли он присоединиться к ее команде или нет. Брэм сидел и размышлял, когда к нему подошла леди Дракон. Она заметила, что Брэм отличался от других рыцарей-драконов. Он думал, что он не рыцарь-дракон, а просто второстепенный персонаж в чьей-то истории. Затем она дала Брэму кольцо и хлестнула его хвостом. Возник щит, который помог Брэму отразить атаку. Затем она велела Брэму атаковать ее чем угодно, и он бросил в нее книгу. Она сдалась и сказала, что теперь Брэм стал настоящим рыцарем-драконом. Девиан пришел с Рин к камню души. Он все еще не был уверен, был ли он Девианом, рыцарем-драконом или монстром в этом теле. Но Рин считала, что он должен пройти сквозь тьму, чтобы увидеть свет, и хотела, чтобы он подошел к камню души и заглянул в себя, чтобы найти ответ. Как только он коснулся камня души, он снова встретился с огненным драконом. Тот сказал ему, что теперь они с драконом едины. Кровь дракона текла в его жилах, а его кровь текла в жилах дракона. Дракон всегда пел ему о том, как победить Террорблейда, но он не слышал его песен. И вот теперь дракон коротко сказал ему, что он должен найти реликвию бога солнца, Ока мира. Тогда он понял, кто он такой и что ему нужно сделать. Он собрал всех и рассказал им о реликвии бога солнца. Рейла знала, где она находится, потому что раньше это была ее родина, пока ее не захватил бог солнца. И тогда он понял, что реликвия бога солнца связана с Мараной. Марана пригласила наместника на встречу. Она все тщательно обдумала и решила принять предложение своего дяди. Затем Марана отправилась на поиски своего дяди, который собирался устроить для нее пышную свадьбу, но она решила, что раз уж она согласилась на его условия, то теперь он должен согласиться на ее условия. Он хотел устроить свадьбу, а она хотела получить армию. Тем временем богиня обвинила инвокера в том, что он отравил их дочь своей ненавистью к ней. Но он считал, что их дочь никогда не испытывала к ней ненависти. Девочка всегда мечтала о том дне, когда ее мать вернется, и до самой смерти любила ее. Что касается Рин, то она узнала, что ее соплеменники собираются воевать. Поэтому ей пришлось вернуться, чтобы предотвратить это, и она не могла больше оставаться с Девином. Но он считал, что с ним все в порядке, и отпустил ее. Затем она переоделась и тайком пробралась в караван, чтобы уехать. Что касается Девиана, то он договорился с Кадин, и Кадин дала Брэму свиток телепортации, чтобы Девиан, как только получит реликвию, мог быстро присоединиться к ним. Кадин прямо сказала, что ее товарищи по команде были убиты существом, которое находилось внутри Девиана, поэтому она никогда не поверит ему, но Девиан должен сделать то, что должен. Затем Райли дала Девиану монету и сказала, что он должен найти ее сестру, которая поможет ему встретиться с королем. Затем он отправился к Брэму, чтобы узнать, как продвигается подготовка. Брэм уже был готов отправиться с ним. Девиан пообещал защитить Брэма, если тот попадет в пасть к драконице, но она никогда не съест Брэма, потому что считает его своим спутником жизни. Только сейчас Брэм понял, что кольцо, которое ему дали, было обручальным. Той ночью группа эльфов из племени, жившего неподалеку от деревни людей, пришла к дамбе, чтобы напасть на них. Они разрушили дамбу, и вся деревня оказалась затоплена. На следующий день Мурана отправилась на встречу с Советом Королевства. Ей прямо сказали, что они по-прежнему будут обращаться с ней как с принцессой и соблюдать все правила этикета, но в этом зале у нее не будет никаких полномочий. Позже генерал-женщина узнала, что эльфийское племя планирует напасть на них, но им нужно было лишь укрепить оборону и заставить эльфийское племя отказаться от своих планов нападения. Однако Мурана считала, что как только эльфийское племя восстановит свои драконьи вены, они назначат новую богиню, и тогда они потерпят поражение. Поэтому приоритетом по-прежнему оставалось нападение. Генерал не прислушался к мнению Мураны и предположил, что она просто пытается защитить свою богиню от исчезновения и что им не нужно вторгаться в этот лес.
Марана проигнорировала его и отправилась жаловаться вице-генералу. Она считала, что генерал-женщина никогда не сталкивалась с тяготами настоящей битвы, и единственное, что у нее было, это богатство. Вице-генерал же думал, что она нажила себе еще больше врагов и была такой же импульсивной, как и ее отец. Необдуманные действия ни к чему не приведут, но Марана скорее совершит необдуманный поступок, чем ничего не сделает. Тем временем в тюрьме Луна целый день наблюдала за поведением охранников и их графиком дежурств. Когда она собрала достаточно информации, она отправилась на встречу с Рико и группой босса, чтобы обсудить план действий. В тот вечер Леди Дракон привела Девиана и Брема к границе королевства бога солнца. Затем она приняла человеческий облик, чтобы войти вместе с ними. В это же время Марана отправилась на встречу с вице-королем и решила, что эта страна больше не нуждается в такой принцессе, как она. Однако жизнь научила ее, что для достижения успеха ей нужна помощь, и она хотела, чтобы он научил ее, чтобы она не пошла по стопам своего отца. В это время группа Девиана нашла старшую сестру Райли и только что познакомилась с ней. Девиан и она, казалось, были знакомы. Затем она услышала историю о группе Даана и провела всю группу внутрь. В это же время 17 Гойер снова встретился с Тераблейдом. Он думал, что Эмиайр все еще не отдал ему все 7 душ драконов, но Лёдеэр должен был только собрать их, а не отдать ему все. Он прекрасно знал, что инвокер был хитрецом, и что эта хитрость не позволяла никому подобраться к нему. Однако он понимал, что инвокер был одиночкой. Хотя он и заключал сделки с инвокером, тот всегда нагло врал и менял условия. Но он все равно верил, что все находится под его контролем. Он упомянул Рин, знал ее настоящее имя и откуда она родом. И вскоре инвокеру придется умолять его забрать души драконов. Девиан уже договорился со старшей сестрой Райли. Она пообещала отвести его к королю, чтобы он попросил отдать ему реликвию. Однако она не была уверена, что он сможет легко получить реликвию. Но Девиан был уверен, что никто не сможет отказать рыцарю-дракону. Однако в ту же ночь Луна и заключенные подняли восстание и попытались сбежать. Они захватили тюремный лифт, а Рико пробрался в диспетчерскую, чтобы поднять их наверх. Солдаты ждали наверху, чтобы напасть на лифт, но заключенные использовали их в качестве живого щита. Как только они сбежали, старшая сестра Райли увидела, что в небо взмыли сигнальные ракеты, и решила разобраться с этим. Затем она спустилась на улицу и стала поджигать убегающих заключенных. Луна и Рико изменили направление и побежали в замок, чтобы спасти Марану. Девиан обнаружил ее и погнался за ней. Брэм тоже побежал за ними, но путь ему преградил огонь. Девиан почти догнал их, когда Рико ударил его кулаком, но Луна вступилась за него, чтобы он мог продолжить погоню. Затем они втроем нашли Марану и хотели, чтобы она ушла, но она отказалась, решив остаться. Девиан тоже вошел в комнату, но не успел он ничего сказать Маране, как в нее попала стрела, выпущенная охотником за головами. Вскоре появились солдаты, и Рико пришлось увести Луну. Луна решила начать войну, чтобы отомстить за Марану, а Девиан, который остался в комнате, теперь считался тем, кто причинил вред их принцессе Маране. Он не хотел оправдываться, поэтому смирился с тем, что его связали. Тем временем богиня Темной Луны начала сожалеть о том, что не попыталась спасти свою дочь много лет назад. Она сожалела, что ничего не могла сделать. Но инвокер считал, что она даже не пыталась спасти свою дочь. Все, что случилось с ней с самого начала, было из-за того, что Рин украла цветы, и вскоре она сама стала богиней. Рин вместе с караваном пересекала горы, когда на них внезапно напало племя эльфов. Она больше не могла смотреть, как убивают людей, и встала, чтобы остановить своих соплеменников. Но ее усилия были напрасны, и в конце концов выжили только отец и ребенок, которых она защищала. Но отец тоже боялся, потому что она была из того же племени, что и дикари, убивавшие людей. Тем временем старшая сестра Райли, которую звали Лена, вернулась и оправдала Девиана, потому что знала, что это не он ранил Марану. Девиан показал Лене место, откуда стрелял в Марану тот, кто ее ранил. Он никогда не видел, чтобы кто-то стрелял так далеко, как Марана. Марана теперь вспоминала свое прошлое. Когда-то она была очень высокомерной, пока не встретила Марси. В то время Марси выглядела очень несчастной и больше не могла говорить. Леди Дракон осмотрела Марану и пришла к выводу, что ее чудесное спасение – это настоящее чудо, потому что стрела, несомненно, должна была ее убить. Но каким-то невероятным образом она выжила. Продолжая изучать прошлое Мараны, она вспомнила, как ее отец, король, учил ее тому, что должен знать каждый правитель, что иногда нужно закрывать глаза на некоторые вещи. Затем ей сказали, что Марси станет ее служанкой, и благодаря урокам отца она решила относиться к Марси скорее как к подруге, чем как к служанке.
Тем временем дядя Мараны хотел, чтобы наместник нашел виновного в убийстве принцессы, потому что теперь они не могли послать кого-то на поиски того самого охотника за головами. Дяде нужно было найти виновного и публично казнить его. Луна тем временем отправилась с Рико в лавку, где можно было нанять охотников за головами. Рико привел Луну к владельцу лавки и сообщил, что они уже близко подобрались к Винаре, которая убила принцессу Марану. Но он считал, что вина за это преступление уже возложена на них обоих. Поэтому Луна попросила купить оружие. Но у нее не было денег, и Рико пришлось заплатить за него из долга, который был у владельца лавки перед ним. Затем они ушли, не зная, где искать Винари. Внезапно они встретили капитана, который ранее предал их в крепости. Они схватили его и отвели в место, где можно было его допросить. Она уже собиралась прижечь ему руку раскаленным железом, но Рико остановил ее и предложил менее варварский способ. Поэтому Луна попросила его отпустить капитана, чтобы она могла с ним поговорить. Тем временем Девион все еще сидел у постели Мараны. Наместник сообщил, что король скоро с ним встретится. Затем он вышел, чтобы немного поболтать с Леной, когда к нему подошел вице-король и сообщил, что король готов его принять. Мы снова вернулись к прошлому Мараны. Однажды на дворец ее семьи напали, и ее родители погибли. Поэтому этот командир отряда должен был вывести ее через запасной выход во дворце, пока он оставался там, чтобы сражаться. Но внутри дворца тоже были враги, и они схватили Марселя, чтобы захватить в плен Марану. Но Марсель внезапно пробудил в себе силу и бросился спасать Марану, и они вместе убежали. Девиан в это время направлялся в королевские покои вместе с Леной, но туда пустили только Девиана. Как только он вошел, он попросил короля отдать ему реликвию. Но король приказал всем выйти и спросил, зачем она ему нужна. Девиан рассказал о Террорблейде и о том, что дракону внутри него нужна реликвия, чтобы остановить Террорблейда. Но король сомневался, потому что его слова было трудно проверить. Он думал, что если не отдаст реликвию, то ему не останется места на земле, чтобы править. Но он пытался изобразить из себя высшее существо, поэтому Девиану пришлось превратиться в дракона, схватить его и улететь. Он поднял его высоко в небо и дал ему последний шанс, но король не хотел отдавать реликвию, потому что боялся, что люди узнают, что он не унаследовал кровь бога солнца. Поэтому Девиан без колебаний сбросил его с башни. Тем временем Луна нашла Винари и бросилась в атаку. Она расправилась с капитаном, который предал их, и начала сражаться с Луной. Внезапно снова вспыхнули огни, и неожиданно появившийся Рико, который гнался за человеком, открыл мощный огонь. Луна в это время очнулась и с удивлением увидела Марселя. Возвращаясь к тому, что было раньше, когда Марселя и солдат уводили, Марана бросилась к ним, чтобы спасти их, и Марсель смог вернуться. Лена вступила в бой и погналась за Девианом. Она пыталась остановить Девиана, но теперь он был под контролем дракона. Лена хотела, чтобы он очнулся, но дракон сказал, что Девиан погрузился в его сознание слишком глубоко, и если она умная девочка, то должна быстро отдать ему реликвию. Но она ничего не собиралась отдавать и хотела вернуть Девиана. Затем она бросилась в огонь и вытащила Девиана. Он очнулся, и Лена сказала ему, что вице-король прикрыл его, сказав всем, что это он прогнал дракона. Потому что они не хотели, чтобы стало известно, что кто-то из близких к принцессе был замешан в смерти императора. Однако теперь она была уверена, что гражданская война неизбежна. Но Девиан предположил, что она могла бы все изменить, если бы выступила против всех и объединила страну, потому что у нее была власть и народ ей доверял. А еще она вернула его, когда он чуть не был проглочен драконом. Луна привела Рико в дом владельца магазина, чтобы обработать его раны. Луна сказала Марселю, что Морана умирает. В это время во дворце тоже проходили похороны короля. Брэм вдруг заметил, что Морана ведет себя странно. Леди-дракон открыла все окна, чтобы впустить солнечный свет, и, к удивлению, Морана пришла в себя. Вице-король тоже был удивлен тем, что она поправилась. Однако в то время это нужно было держать в секрете, чтобы найти виновного. Затем Морана узнала, что ее дядю убил получеловек-полудракон. Они не могли сказать об этом прямо, опасаясь, что информация о Девиане просочится наружу. Тем временем Рин шла одна по лесу, когда вдруг встретила старуху. Они вместе переночевали в лесу, и после недолгого разговора старуха постепенно начала воздействовать на разум Рин. Да, это был Террорблейд, и он проник в разум Рин, внушая ей, что она доверилась лжецу и что инвокер всегда будет использовать ее в своих целях. Поэтому ей нужно было перестать слушать инвокера. Тем временем генерал, возглавлявший предыдущий совет, отозвал свои войска,
но командующий армией и Лена не позволили этому случиться. Затем Лена отправилась на встречу с Девианом и поняла, что ошибалась, думая, что без короля совет захватит власть и превратит это место в рай. Но теперь правда предстала перед ней во всей своей красе. Солдаты знати заполонили улицы, и достаточно было одной искры, чтобы началась гражданская война. Она приняла решение и стала регентом королевства. Она возглавила страну и управляла ею. Затем она отправилась на переговоры с генералом, и борьба за трон превратилась в выборы. Но вице-король и командующий армией решили вернуть Марану народу. Но Лена утверждала, что Марана ранее отказалась от трона и сбежала к рыцарям, живущим в лесу. Но теперь она хотела вернуть трон только из-за своего происхождения. Если бы она сейчас взяла власть в свои руки, то втянула бы всех в войну в Серебряном лесу. Все чиновники и народ предпочли бы слушать кого-то, не обладающего властью, кто сам поднялся на борьбу, как Лена, а не Марану. И этот генерал, к удивлению многих, тоже поддержал Лену, поэтому она, естественно, стала лидером страны. Затем Лена выступила перед народом, чтобы подтвердить свое положение, и пришла к Маране, чтобы поделиться с ней своими мыслями. Она не считала, что Марана поступает неправильно, но она не хотела развязывать войну с племенем эльфов. Поэтому, если бы племя эльфов вторглось на их территорию, она бы лично их уничтожила. Затем Марана ушла и снова встретилась с Девианом. Она была очень разочарована, потому что он причинил слишком много неприятностей. От того, что пришел сюда и выпустил дракона, чтобы убить императора, до того, что из-за него ее страна оказалась в таком положении. Теперь у нее нет армии, чтобы противостоять расе эльфов, и она больше не верит, что это тот Девиан, которого она когда-то знала. Раньше он сражался за нее и делал все возможное, чтобы противостоять дракону. Но теперь он выполняет приказы дракона. Той ночью Марана снова встретилась с Марсель и отправилась с ней к группе Луны. Луна сообщила ей, что у нее две новости. Одна хорошая, они выяснили, где находится наемница, а вторая плохая, что ее нанял тот, кто только что был коронован. На следующее утро Марана пообещала привести армию, чтобы вернуть то, что она потеряла. Раньше Луна не понимала, почему богиня приняла Марану, но теперь она все поняла и была готова следовать за ней. Тем временем Лена отдала реликвию Девиону, но когда он прикоснулся к ней и позволил дракону осмотреть ее, то понял, что это подделка. Или, возможно, это была не подделка, но реликвии там никогда и не было. Может быть, даже дракон внутри него не знал, что ему нужно. Марана хотела рассказать Девиану правду о Лене, но Брэм считал, что ни Девиан, ни он сам не видят в Лене ничего плохого. Марана думала, что Брэм защищает Лену, но он защищал Девиана, потому что у Девиана был хороший вкус в выборе людей. В то же время Инвокер вернул Рин в свою башню. Он хотел, чтобы она исправила свою ошибку, не приведя Девиана туда, встретившись с богиней Темной Луны и забрав у нее силу, поскольку она была реинкарнацией богини Луны. Марана вернулась к наместнику и рассказала ему о Лене. Он считал, что даже если бы весь Сенат доверял ей, они бы не захотели отвернуться от Лены, но у него был способ помочь ей. Тем временем Девион отказался от реликвии, и Лена посоветовала ему взглянуть правде в глаза и признать, что никакой реликвии не было. Но он чувствовал, что убил кого-то и развязал войну. И теперь мир будет уничтожен, а он будет выглядеть полным идиотом. Затем Лена призналась, что это она убила Марану, потому что думала, что, убив Марану, Сенат заставит короля отречься от престола. Но вместо этого король был убит Девианом. Она собиралась солгать ему, но чем больше она скрывала это от него, тем сильнее чувствовала себя виноватой и одинокой, поэтому ей пришлось признаться. Девиан ушел, чтобы найти Брама, и Брам, поняв, что Девиан знает правду, почувствовал облегчение от того, что ему не пришлось ничего рассказывать. Затем Марана попросила оставить их с Девианом наедине, и он извинился за то, что не смог ей помочь и причинил столько неприятностей. Затем Инвокер рассказал Рин о ее происхождении, и теперь, когда раса эльфов в смятении, она должна была стать богиней, чтобы возглавить их. Для этого ей нужно было убить богиню Темной Луны и вернуть себе силу. Он дал ей силу, чтобы она смогла это сделать. Что касается Девиана, то Марана поверила в существование реликвии, потому что видела ее силу. Но, похоже, кто-то подменил ее. Ей нужно было найти того, кто мог бы дать ей необходимую информацию. Затем она отправилась в таверну, чтобы найти командира отряда. Она спросила, что произошло в ту ночь, когда напали на замок. Он не знал, как погибли ее родители, но слышал только звуки, и единственным человеком, который мог получить доступ к реликвии, кроме короля, был наместник. Все подозревали, что именно наместник подменил реликвию, потому что в ту ночь, когда Девиан убил ее дядю, наместник просто стоял и смотрел.
Тем временем Рин отправилась на поиски богини Темной Луны, и та узнала в ней ту, которая украла ее лотос. Рин была готова к бою и спросила, что еще та хочет у нее забрать. Но богиня Темной Луны привела ее к могиле своей дочери. В этот момент она начала вытягивать жизнь из цветочного поля и восстанавливать свою силу. Инвокер только что все понял и поспешил на помощь, но было уже поздно. Он был уверен, что Рин не понимала, какое страшное зло она выпустила на свободу. Вице-король нашел Лену. Он считал, что она недостойна быть королевой, потому что король и сенат были всего лишь машиной. Каждый человек должен знать свое дело и выполнять его. Король был шестеренкой в этой машине, а не тем, кто ею управлял. Лена думала, что он забывает о своем положении, но в руках у него была реликвия, и огонь Лены не мог причинить ему вреда. Он заставит ее заплатить за то, что она посмела прикоснуться к его принцессе. Что касается Рин, она все еще считала себя недостойной быть богиней и хотела, чтобы богиня Темной Луны оставалась прежней. Однако ничто не могло вернуть все на свои места. На следующее утро группа Девиана прибыла в дом вице-короля, чтобы найти его. Они подошли к двери, за которой, как они думали, вице-король спрятал святую реликвию, но он вернулся и сказал, что не прячет ее. Девиан все еще утверждал, что реликвия во дворце не настоящая, но вице-король заявил, что она просто не работает так, как думает Девиан. Реликвия действует только на истинного наследника Марану, поэтому он помог ей стать новой правительницей. Поняв, что что-то не так, они спросили, где Лена, и узнали, что накануне вечером вице-король убил ее. Девиан в ярости выпустил своего дракона. Но когда он бросился вперед, вице-король преградил ему путь и вышвырнул его в другую дверь. За ней находились два кристалла, красный и синий. Затем вице-король превратился в демона. В этот момент группа Луны почувствовала, что сила богини снова вернулась к ним. Позже богиня пришла к группе Луны, но Луна и ее соратники решили отвергнуть власть тирана. Разгневанная богиня лишила их своей силы. Группа Луны продолжала выполнять задания Мараны. Затем богиня наделила силой солдат, которых эльфийский правитель держал в плену, и они восстали и снова разграбили эльфийское племя. Терраблейд был уверен, что Рин больше не доверяет Инвокеру, полагая, что без Рин план Инвокера провалится. Однако у Инвокера всегда был запасной план. Тем временем на самом деле наместник был драконом, и ледяному дракону пришлось выйти из укрытия, чтобы отбросить его назад. Он попросил Брама отвести Марану во дворец и забрать реликвию. Затем она превратилась в дракона и вступила в бой. Но как только они ушли, Брам передумал. Он хотел помочь Девиану и той, которая согласилась быть с ним. Марана не стала заставлять Брама следовать за ней, поэтому она отпустила его. Сразу после этого ледяного дракона вышвырнули из дворца, и Брам бросился к Рин, чтобы с помощью кольца создать щит и защитить свою возлюбленную. Но наместник схватил ее и силой швырнул на землю. Наместник не обращал внимания на Брама, считая его не более чем мышью. Брам, убитый горем, подбежал к своей возлюбленной и не знал, как ей помочь, но вскоре она умерла. Огненный дракон внутри Девиана теперь осознал свою природу, и Девиан наконец понял истинную природу реликвии. Точнее говоря, сила реликвии всегда была с ними. Дракон хотел получить силу, заключенную в Маране, и был готов смириться с ее смертью. Однако Девиан не мог смириться с этим. Дракон спросил, готов ли он поспорить на то, что не вернется, если отдаст ему контроль над ситуацией, и он был готов. Вице-король схватил эту женщину-генерала и назначил ее новым регентом. Он потребовал, чтобы она привела к нему принцессу целой и невредимой. Брэм воспользовался свитком телепортации, чтобы перенести Кэдена сюда. Марана застряла у ворот дворца, потому что генерал-женщина получила приказ привести ее к вице-королю. Она уже собиралась применить силу, но тут появился вице-король. Кеден хотел, чтобы Бран отправился с ним и помог ему уничтожить вице-короля. Но тут прилетел огненный дракон и предложил Кедену заключить перемирие, чтобы разобраться с вице-королем в первую очередь. Когда вице-король схватил Марану, огненный дракон подлетел к нему и выдохнул пламя ему в лицо. Марана упала, но ее подхватила Марси. Однако вице-король схватил огненного дракона и приготовился нанести удар, вынудив Кадена атаковать, чтобы отвести удар. Огненный дракон выдохнул пламя, чтобы отбросить вице-короля. Теперь Звероловец и его армия вели Марану во дворец. Два дракона стояли и спорили, и Кадану пришлось броситься вперед, чтобы вступить в бой. Вице-король, или скорее громовой дракон, несмотря на то, что оба они были атакованы, все же сумел схватить огненного дракона и отбросить его в сторону. Кадан попытался нанести мощный удар, но это не помогло. Громовой дракон отбросил его и начал выпускать молнии, вынудив огненного дракона прикрыть Кадана. Затем вице-король повернулся к замку.
Тем временем Марана прикоснулась к священной реликвии и увидела то, чего никогда раньше не знала. Вице-король вернулся и оттолкнул командующего. Он вошел в зал и понял, что Марана узнала правду. Она несколько раз выстрелила в него из лука, но это было бесполезно. Тогда он схватил ее и сказал, что когда-то был одним из 8 драконов, драконом пустоты. Но когда он нашел 2 камня духа, он понял смысл жизни, понял, что должен служить солнцу. Он преобразился и служил этой стране на протяжении 3000 лет, и Марана была единственной, кого он любил больше всего. В этот момент она приказала Марсе атаковать его. Марси смогла пробить его темный покров, но вскоре он схватил ее. Он чуть не задушил Марси, заставляя Марану заговорить, чтобы она могла пойти на компромисс. Но он не обратил на нее внимания и убил Марси. В этот момент Марана пробудила силу солнца и испепелила его. Но она не смогла спасти Марси. Когда она вышла из зала, то поблагодарила Брема и всех остальных за помощь в этой битве. Огненный дракон тоже пришел, чтобы встретиться с ней, и сказал, что теперь может быть спокоен, потому что она сможет защитить этот мир от Террорблейда. Он попросил ее передать Девиану, что теперь он свободен. Затем дракон исчез, вернув Девиану свободу.